вечер, Фуат Тагеевич. Мы сегодня начинаем нашу новую главу и новую книгу. Книга «Ваикра» и глава «Ваикра». Добрый Ну и, как вечер. всегда, ваши, Добрый ваши вечер. размышления, Ну вот наблюдения. размышления у меня здесь много разных, но я сейчас вот в эти технические детали не буду входить. Ну, я назвал их так, может быть, не очень хорошо, техническими деталями. Там, значит, вот там 5 типов жертвоприношений описывается 5 процедур, я бы сказал, да, вот как должно быть эти жертвоприношения устроены. Значит, жертва всесожжения первое, потом хлебное приношение, да, потом мирное за благополучие, потом, значит, вот за грехи, ну и другое за разные грехи, которые, так сказать, там, вот это четвертое, это как бы за нарушение заповедей. А пятое это уже за грехи. Я сейчас не буду, на самом деле, не буду входить в эти детали, но вот когда я читаю это не сейчас, это много лет уже. Вы знаете, потом мы это еще обсудим, я хотел бы обсудить, это серьезная для меня вещь. Вы знаете, вот эта идея объединяющего значения жертвоприношений. Вот как народ вот эти жертвоприношения объединяли. То есть, понимаете, вот давайте представим себе вот эти 3000 лет назад народ, который понимает, что не только каждый конкретно человек, что я вот, если я что-то не так сделаю, я приношу жертву. Если я что-то не так сделает другой человек, и он принесет, и вождь. В общем, вот все как бы вот завязаны на одно отношение значит, а, вот, жертвоприношением по отношению, так сказать, вот выказывающим уважение к Всевышнему, жертвоприношение за грехи, значит, за благополучие и так далее, и так далее. И вот это мне, когда я это читал еще очень давно, вот для меня это было очень как-то ясно, что это именно что, вот понимаете, это народ объединяло очень, очень объединяло, понимаете? И причем еще одна компонента этого объединения, это очень тоже для меня очень важно. Ведь смотрите, если согрешил, это вот тут не прописано, что все должны, условно говоря, быка принести в жертву. Потому что простой человек мог не потянуть просто, да? И здесь есть вот это вот деление на возможности. И прямо так и написано, если нет возможности там так, если нет возможности так, и даже вот последнее, значит, горлица, да, вот помните, можно горлицу принести. Это вот это тоже, понимаете, некоторая база, что ли, вот для нас, для всех, что мы все равны, понимаете, равны не в смысле наказания, а в смысле участия. Это колоссально, на мой взгляд, это колоссальное объединительное вот это мотив здесь есть. Это вот первая моя мысль. Я потом хотел бы ее еще проиллюстрировать, в смысле не проиллюстрировать, а прокомментировать, еще одну вещь сказать сейчас. А второе, я здесь почти ничего говорить не буду, это образовательное значение. Образовательное, потому что если я знаю, что если я согрешил, то мне надо что-то, значит, вот принести жертву там и так далее, что есть жертва всесожжения, есть жертва благополучия и так далее, мне это знать надо, понимаете, да? А это означает, что я должен это все знать. А это означает как раз это образование. Но здесь я не буду долго, так сказать, на этой вещи останавливаться. А вот сейчас хочу
перейти на страницу 694 Торы Плаута. Оп. Значит, смотрите. Это, значит, комментарий, который в Торе Плаута приведен, современное отношение к жертвоприношениям. Только с возникновением реформистского иудаизма в конце XVIII века верующие евреи отказались от надежды на восстановление жертвоприношений. Ну, и ссылка есть. Реформисты откровенно заявили, что каким бы целям ни служили жертвоприношения в древние времена, сегодня они устарели и не будут иметь значения в будущем, поэтому они исключили из синагогальной службы традиционные молитвы за восстановление храма и культа жертвоприношений. Ну и дальше это идет. Вот здесь, мне кажется, так сказать, действительно, да, у нас в реформистском движении, так сказать, есть вот этот отказ, потому что нет храма, стало быть, нет жертвоприношений, да. И здесь даже есть подчеркнуто, что и даже в ортодоксальном течении это может быть и не тоже так, но вот здесь я здесь хочу, так сказать, это тоже вот что-то прокомментировать, не прокомментировать, а свои мысли высказать, понимаете? Помните, мы как-то об этом говорили, что еще, может быть, в прошлом году, о том, что вот идею жертвоприношения была заменена как-то на совершение добрых дел, да? И по этому поводу я хочу два слова сказать, что вот как раз здесь объединительная вот эта идея жертвоприношения, понимаете, она как бы их нет, вот этой объединительной идеи, может быть, нет, и здесь она должна замещаться другими вещами, и это очень важно. И вот это очень важно, чтобы вот эта объединительная идея господствовала, так сказать, и в реформизме, и везде. Вот. Собственно, вот такие мои соображения. Хорошо, спасибо. Тогда опять мы начнем немножечко с конца. Сама идея очень важная. По поводу объединения и по поводу добрых дел. Впервые вот так сформулировал, как богослужение, добрые дела сформулировал, мы с вами как-то упоминали несколько лет назад, Йоханан бен Заккай, стоя на развалинах храма в 70-м году, он своему ученику сказал: не плачь, не печалься. Тот совершенно был в отчаянии, потому что нет возможности получить искупление, а это была главная задача жертвоприношения – получить искупление и благоволение, то есть простить грехи, то есть очиститься самому, и Очиститься, да. плюс очиститься. Очень большое значение жертвоприношение имело именно эту концепцию очищения. И он в горе плачет, и на что ему Йоханан бен Заккай говорит: нет, не плачь, утешься, у нас есть способ служения Богу. Все студенты отвечают на вопрос, что сказал Йоханан бен Заккай, все говорят: молитва. Нет, Йоханан бен Заккай сказал: добрые дела. Это то, о чем вы говорите, и добрые дела действительно получаются, ну, вместо жертвоприношений можно было совершать добрые дела. В чем там небольшая, не загвоздка, а в чем там небольшая разница между жертвоприношениями и добрыми делами? У нас с вами добрые дела, скажем так, не прописаны. То есть можно пойти проведать больного, можно помочь бедной невесте деньгами, можно прийти похоронить соседа, нет миньяна, а похоронить нужно, и ты участвуешь в этом. Добрых дел много, это и цдака, это и взаимопомощь вообще, просто даже физически кому-то что-то помочь, там,
после пожара, ремонт, еще что-нибудь в этом роде. Но их много. И в то же время это такая область человеческого проявления или человеческой деятельности, которую очень трудно формализовать. Вот у нас с вами как раз недельная глава, она в большей степени, это не об этом, это за ней стоит серьезная задача, та, которую мы уже упоминали, это очищение, это прощение, потому что там хатат, ашам, это грехочистительная и повинная жертва. Там очень много этому уделяется. И главное, все-таки там лежит внутреннее содержание. Но как подробно описано каждое движение, как нужно разрезать, что нужно отделить, что нужно помыть, что нужно положить, как положить на дрова, на огонь и так далее. То есть мы с вами имеем описание ритуала. И когда-то, вот совсем недавно, может быть, год-два назад, мы говорили о значении ритуала, и была упомянута фраза, хорошая фраза, я ее нашел, и она меня в свое время поразила, потому что она очень обобщающая. Одной из задач ритуала является создание, удержание или сохранение и развитие устойчивых социальных групп. Мы сейчас, в эту минуту, рождаемся как народ. Не было ничего до этого. Были разрозненные племена, разрозненные семьи, были группы, которые заставляли работать то там, то там. Теперь мы вышли, теперь мы вместе, мы должны что-то делать. И вы говорите о том, что жертвоприношение объединяло весь народ именно в силу своей ритуальности. Да, Ритуал да. заставляет тебя думать. Вы сказали, упомянули, что это образовательное. Он заставляет меня думать. То есть я сделал что-то, и я должен знать, с чем я должен прийти в храм. Во-первых, я теперь знаю, что я должен прийти в храм. Во-вторых, я должен знать, с чем и что будет, и как мне это будет прощено или не прощено. Ну, в общем, я действительно должен это знать. Это само собой. Но еще и я должен в этом участвовать обязательно. В этом ритуале я должен участвовать. Даже если я не принес жертвоприношение, я лично не принес, я стою и смотрю, как это сделал Йошки, как это сделал Моше, как это сделал Да. И, Шлома. и, Вот и мои я друзья, еще, видели, Ревен, и я еще вот здесь хочу подчеркнуть не просто как это сделал, а если он, условно говоря, представим себе это вот загреши, да, провинился, я, благоволя этому человеку, благожелательно относясь к этому человеку, могу ему еще и подсказать, вот надо сделать то, давай я тебе помогу и так далее, и так далее. Понимаете, вот это и есть объединение, да, вот все мы да, вместе. Извините, да, я вас мало, прервал, прошу прощения. мало того, я смотрю, как приносится жертвоприношение, я рад за него. Да, Я ему сопереживаю, потому что вот конечно. сейчас происходит высочайшее событие. Он просит прощения, оно принято, потому что вот и дрова работают, и дым поднимается ровненько вверх. И я ему говорю, ой, как хорошо, Йоська, теперь я знал, что вот за ним грешок, а теперь он чист, и я могу с ним спокойно дружить. Это я ему сопереживаю. С другой стороны, он принес, а у меня грешок, а я нет. Что я должен сделать? Глядя на него, я должен принести то же самое. Он меня подталкивает. Если я сам еще, так сказать, сомневаюсь, то, что Йосиф принес, то, что Моше принес, это меня заставляет. Это тоже обучение. Это тоже обучение. Смотри, вот люди согрешили и принесли. Ты согрешил, даже если в мыслях, принеси. Это, конечно, объединяет. И вот ритуал в данном случае еврейский народ является той самой устойчивой, она должна стать устойчивой. Вот начиная с этого ритуала, она становится устойчивой социальной группой,
который называется еврейский народ. И участвуя в разной степени, кто-то режет, кто-то сжигает, кто-то смотрит, кто-то помогает, кто-то денежку помогает дать, если человек бедный, чтобы тот только бы очистился. Но мы все вместе, нас роднит ритуал. Он нас создает, в этой точке он только создает, а потом будет сохранять в течение многих лет, пока мы будем с вами этот ритуал совершать. И вот когда наступает кризис, большой кризис, 70-й год, разрушение храма, нам нужно найти замену и найти нечто ритуальное, то есть фактически новый ритуал. Нам нужно найти нечто, что заменило бы, но по-прежнему бы объединяло нас, Объединяло. Да, как да. устойчивость этой группы. Рэбе, можно Поэтому догадку высказать? Рэбе, наши мудрецы, Рэбе, можно догадку высказать? конечно, Это создание синагог, правильно я догадался? синагоги создаются чуть раньше, но с другой целью, а Да. теперь в синагогу приносится новый ритуал, Да, потому что строго... да. Да, я хочу к этому вот потихонечку подойти. Дело в том, что наши мудрецы, видимо, мы только спекулируем, мы только представляем, как они дискутировали между собой и что они думали. Но если идея Йоханана бен Заккая не подхвачена, то есть нет, добрые дела ты делай, это богоугодно, это богослужение в том числе, но не это объединяет, потому что Нет, я не могу посчитать, сколько добрых дел я сделал за день, за неделю. совершенно верно. Я не могу смотреть, сколько другой человек добрых дел сделал. Понимаете, вот это вот в этом смысле это не объединительная вещь, это индивидуальное все-таки поведение. И я об этом, и я об этом. Жертва объединяет, потому что я все вижу, я свидетель, как это происходит. От всего общества ежедневная тамид, жертва, это значит мы едины, это наша жертва, это не моя, это наша жертва. Потом отдельные, потом отдельные, потом отдельные. Но я все время в этом участвую. А в добрых делах соседа на соседней улице я не участвую, я этого не вижу. Конечно. Мы не делаем это вместе, не обязательно вместе. И вот тогда наши мудрецы сказали: Йоханан бен Заккай чудо, самый мудрый учитель тому времени, но нам нужно что-то другое. И стали потихонечку создавать молитву. Слово за слово, а потом канонизируя эти слова. И потихонечку сделали некий ритуал, который мы с вами теперь знаем. Мы садимся, потом становимся, опять садимся. Мы участвуем в ритуале вступительной молитвы, Крият Шма, Амида, заключительные молитвы. Всегда одно и то же. Всегда одно и то же. И в то же время мы настолько к этому привыкаем, что и знание, само сознание, что в это время, по крайней мере, в моем часовом поясе, в это время все евреи, как я, стоят возле Арон Кодыша в синагоге и молятся. Вот. Это объединяет, это правда, это Объединяет, выполняет конечно. свою вот эту функцию. Поэтому добрые дела очень важная вещь. Без них никак невозможно. Это одна из объединяющих идей многих заповедей. Добрые дела по отношению к другому. Вот. Но это не ритуал. Это трудно описать, это трудно. Каждый по-своему может это понимать. А ритуал, я имею в виду жертвоприношенческий или ритуал молитвенный, все понимают одинаково. Я имею в виду, как это делать. И мало того, очень интересно, там дискуссия возникает. Рамбам, например, говорит на эту тему. Раби Нахман говорит на эту тему. Там разделяют преступление совершенное и преступление мысленное. Да. Да,
христиане говорят, вы вот только, ну и другие тоже религии говорят, вы вот только наказываете, если человек вот что-то сделал, вот тогда вы его только наказываете, осуждаете, а если он не сделал, а на самом деле он внутри грешник. Нет, у нас это есть. У нас это есть. Во времена Средневековья это вообще откровенно, это очень точно сформулировано. Греховные мысли страшнее, чем сам грех. Почему? Ненаказуемый. Я подумал, никому не сказал, у меня душа исказилась, я могу подумать второй раз, и третий, и десятый. А кто мне помешает? Я ничего не Да, совершил, да. но я сам себя воспитываю. Там есть такое, говорят, то, что тот, кто подумал там, задумал там украсть или ограбить или еще что-то, он уже готовит к себе не к одному проступку, а ко всем остальным грехам он готовит, потому что дальше будет убьет. То есть мысль для того, чтобы достичь своей цели, которую он уже себя воспитал, он может включить туда даже более страшные, чем воровство вещи. И поэтому стали уделять внимание и даже сказали, что Ашам, нет, не Ашам даже, а Ола, это как раз за греховные мысли, Ола, о том, что все могут думать не очень хорошо, и поэтому нужно говорить, нужно делать жертву все сожжения. И тогда наши мудрецы, вот уже средневековые, особенно в Испании, они говорили, что молитва выше стоит. Не только они, до них уже говорили раньше, молитва выше, чем жертвоприношение. Почему? Жертвоприношение я совершаю, когда я согрешил. Неосознанно, конечно, по ошибке, конечно, и так далее. А молитва, она не только искупает, как и жертвоприношение, то есть это мое раскаяние. Если я хочу раскаяться, я беру таханун, я беру что-то даже не вовремя, может быть, возьму какие-то молитвы из Рош ха-Шана Йом-Кипур, ведуй, например, и прочту, никто не воспрещает среди года тоже читать эти молитвы. То есть я могу раскаяться, но не только. Чем молитва лучше? Она удерживает мои мысли от плохих мыслей. Да. Молитва, в отличие от жертвоприношения, воспитательное значение именно на уровне внутреннем, на уровне сознания. Она воздействует на меня и заставляет погасить плохие мысли и, так сказать, очистить мышление прежде всего, а потом уже поступки как следствие неправильного мышления. Ой, очень красиво было, очень красиво такие комментарии о значении. Поэтому да, мы с необходимостью пришли к замене жертвоприношения молитвой, потому что она ритуализирована. И мало того, мы с восторгом обнаружили, что молитва обладает большей властью, большей силой, чем даже жертвоприношение. Что бы ни говорили, так сказать, ультраортодоксы, которые готовятся сейчас, вы знаете, что есть целые группы такие, которые на чучелках упражняются в зарезании, разделывании, потому что вот как только будет восстановлен храм, они обязательно приступят к жертвоприношениям, потому что это главное. Нет, многие мудрецы уже пришли к мысли, зачем же возвращаться к хорошему, если у нас уже в руках лучшее. Да. Это хорошо. Это Еще одна мысль здесь есть. Вот вы сейчас рассказывали, я себе представлял. Вы знаете, вот этот момент выхода, ну, не самый момент, а вот этот период выхода из Египта, дарование заповедей, дарование правил и так далее, построение скинии и, значит, вот эти, вот эта книга, да, где вот это все предписывается. Это одна ситуация. И другая ситуация, когда миллионы человек, собрать их всех возможно вокруг, даже если храм будет построен, так сказать, это, конечно, будет счастье, так сказать, но
удастся ли всех собрать. А молитва в этом смысле, она, как бы сказать, она вот на разделенные группы народа, так сказать, тем не менее действует очень объединяющим образом, конечно же. Но все равно я вам Это скажу, что... Да, извините. Ага. Да, извините, да. Нет, нет, это как раз одна деталь, на которую все обращали внимание. Я имею в виду все наши мудрецы Средневековья. Они говорили, что чем молитва, одна из деталей, чем молитва лучше жертвоприношения. Жертвоприношению нужна одна точка на земле, а молитва может быть в любом месте и в любое время. Да, Вот, да. конечно, она Я супер. этого не знал, но, видите, Да, пришел к этой же мысли. Да, да, это да. замечательно, да. Но вместе с тем я вот хочу вернуться, так сказать, я вот еще раз подчеркну, что я вот действительно с восхищением всегда эту главу Ваикра читал, именно потому, что, понимаете, вот именно этот период, только что построена Скиния, только что, ну, не только что, а народ вышел из, значит, Египта, народ сейчас выстраивает свою жизнь, и вот даются вот эти законы как раз объединительного характера. Понимаете, вот это великая вещь, конечно. Вот. Вот если бы было сказано, типа, каждый у себя там провинился, ну, каждый у себя там зарежет там чего-нибудь, так сказать, да, или там, не знаю, вот это, никакого этого эффекта не было, вы понимаете. А здесь именно вот это вот мы все вместе, это великая, конечно, вещь. Вот. Если учесть, что это однажды данные, они видоизменяются, как мы уже только что говорили, что от жертвоприношения к молитве, но однажды данное направление, что нужно делать, то есть направление движения, что нужно делать для того, чтобы быть единым народом, делайте так, так и так. И, я говорю, немножко изменившись, перейдя в форму молитвы, это продолжает работать в этом же направлении, мы с вами понимаем, насколько важно для объединения народа иметь вот именно боговдохновленные ритуалы, не придуманные, они искусственные, они иногда смешные со стороны, если смотреть. Мы знаем эти все, я имею в виду социальные ритуалы, всевозможные там, я знаю, там, первомайская демонстрация или там парады победы, ну не победы, а я имею в виду парады военные, там еще что-то такое. Это ритуалы. Но они тоже выполняют ту же самую функцию. Но проходит 200-300 лет, и люди забывают о каких-то событиях, которые проходили. Конечно. А у нас нет. У нас нет. Да. Из-за того, что эти ритуалы, из-за того, что вот такое отношение между Богом и человеком построенное, сама структура этих отношений, из-за того, что они даны на горе Синай, и они даны навсегда, у нас не бывает, у нас ничего не забывается. Да. Ни одно событие. Мы помним с вами, мы празднуем, скоро будем праздновать события 3000-летней давности. С таким же удовольствием, как и через 100 лет после этого, через 1000 лет после этого, а уже 3 прошло, а мы все равно помним. Почему? Это божественное. Это божественное. Это написано, и это предписано, и никогда не изменится. А меняются царства, меняются государства, меняются политические, экономические события, приходят новые ритуалы, старые умирают. Нет, это не объединяет. Ну, то есть на время это объединяет. Но благодаря тому, о чем мы сейчас с вами говорим, благодаря жертвоприношениям, а потом молитве, еврейский народ сохраняется до сегодняшнего дня и будет продолжать сохраняться дальше. Почему? Навсегда. Навсегда. И единство наше навсегда. Очень Да. хорошо. И вот Очень красиво. еще одно может быть замечание. Смотрите, храма нет, жертвоприношений нет, но перечень вот этих, как бы сказать, событий, из-за которых надо было приносить жертвоприношения, еще раз скажу, это не обязательно плохие события, не обязательно грехи, это, значит, и вот эти
значит, за благополучие и так далее, да, оно же в памяти опять же сохранилось, понимаете? То есть грехи нельзя, это плохо. Да, жертвоприношений нет, но это плохо. Да, за благополучие мы можем произнести, так сказать, и так далее, и так далее. Вот это тоже вот та самая вещь, о которой вы сейчас сказали, объединительная опять часть вот нашей жизни. Да. Да, да. Так что сами, сами проблемы, те уроки, которые мы извлекаем из наших книг, они просто бесценны. Эти Да, уроки бесценны для нас. Мы естественно, понимаем, конечно. что мы делаем с вами. Ага. Хорошо, большое спасибо. Тогда мы на этом Спасибо вам закончим тоже большое. одну Да, главу. Да? да. Вот, и попрощаемся до следующего раза. До следующего раза. Всего доброго. Вам Да. до свидания.